Привет, друзья! Сегодня у нас с вами интересная IT-выставка, которая проходит, где бы вы думали, в ночном клубе под названием Rebel. Что значит Rebel? Сейчас переведу. Под названием Бунтарь. Итак, проходит она в очень красивом месте. Вот здесь вот у нас залив, и здесь обычно летом проходят тусовки. Поэтому пойдемте посмотрим, что будет сегодня. Очень интересно. Так, мне выдали билет. Сейчас мы будем заходить. Друзья, выставка BitX – это про технологии, бизнес, инновации и все, что сейчас меняет нашу жизнь быстрее, чем мы успеваем сварить кофе. Здесь собираются стартапы, IT-гиганты, инвесторы и просто любопытные, или те, кто работает в IT, как я. Торонто – это не просто город с башней и кленами. Это крупнейший технологический хаб Канады и третий по величине в Северной Америке. Далее. Тут работает больше 24 тысяч IT-компаний и почти 290 тысяч специалистов, программистов, инженеров, аналитиков. Не удивляйтесь, если в кафе рядом с вами сидит кто-то, кто пишет код для какого-нибудь стартапа. Я часто это наблюдаю. Средняя зарплата программистов Торонто около $77 тысяч в год. Если у вас есть канадский опыт и прокачанные скиллы, спокойно можно получать до 140 тысяч. А настоящие звезды с редкими навыками, вы знаете, они уже давно в США. В Сан-Франциско, Сиэтле, Остине и, на крайняк, Нью-Йорк, либо Вашингтон, Д.С. Что, мы находимся уже внутри. Здесь очень много компаний, айтишных, естественно, Apple, естественно, у нас Windows, все, что нужно. И, как обычно, раздают очень много подарков. Давайте посмотрим, что еще есть. Мне сказали, что там дают какие-то сумки. Сейчас я пойду брать эту сумку. По-моему, здесь раздают. Кстати, важное уточнение. Я сейчас говорю про зарплаты до налогов, а налоги в Канаде – это отдельная история. Есть градации, есть нюансы в зависимости от провинции и от вашего, собственно, дохода. Если вам интересна эта тема, сколько реально остается на руки и как они считаются, я вам могу рассказать в отдельном видео. Напишите в комментариях. Так, что мне дали в подарок? Это зарядное устройство для телефона и для часов. А вот и Jabra. Да-да, те самые. У кого-то из вас наверняка были Bluetooth наушники Jabra еще до того, как Apple придумали свои AirPods. Короче, здесь еще выдают дринки, 2 дринка, но я не пью, что-нибудь выпью. И также разыгрываются билеты, так что будет прикольно. А вот и стенд Lenovo. И да, вы не ослышались, тут раздают мячики. Не лэптопы, конечно, но если у вас есть собака, она будет в восторге. Хотя, если честно, я и сама чуть не унесла 3 штуки. Антистресс – дело святое. Это для реальных гигов, кто любит в этом разбираться. ThinkPad. У кого был ThinkPad? Был мой первый компьютер. Интересное качество, как пластмасса. Но я уже на Маке давно. Выставка огромная и очень много компаний, которые я могу узнавать, потому что я сама работаю в IT, и для меня это не ново все. Процессоры, компьютеры, лэптопы. Куда без них в этом мире? Я сижу здесь и думаю, можно ли мне взять интервью у кого-нибудь и спросить про искусственный интеллект. Так, я ввела на какой-то конкурс выиграть толстовку от местной футбольной команды. Посмотрим. Знаменитые экраны, да, помните, закругляются. И здесь еще делают массаж. И почему бы не воспользоваться этим моментом, правильно? Так, ну что, я сделала массаж. Мне очень понравилось, конечно. 5-минутный, не серьезно, но 5-минутный все равно приятно. В общем, здесь в офисах приходят массажисты. В моем офисе такое было. И делают массаж тебе минут 15. Классная штука, конечно, для работников, чтобы ты в офис приходил. Заманивают в офисы вас. Здесь у нас дубайский шоколад. Красота. So it's Dubai chocolate. Yeah, I see. Belgian chocolate on the outside, but pistachio cream filling. Oh. Thank you. Да, вот этот шоколад. Давайте попробуем шоколад.
вкусный и хрустящий. Кстати говоря, первый раз пробую дубайский шоколад. Мы взяли еще несколько подарков от IBM. Вот они рядом находятся. Тетрадку. И я взяла воду. Но я вижу, что на улице есть еда. Так что пойдемте поедим. Ради чего мы здесь? Здесь, собственно, должны кормить. Огромная очередь. Вот она идет по кругу, это все очередь. И кормят, как обычно, американской едой. Картошка фри. Вот такое блюдо. И все разобрали. Нужно было раньше двигаться. Это салат «Цезарь». И вы знаете, я хочу на улицу. Там, по-моему, дождь. Ну, классный вид, а? Вы посмотрите. Очень хорошо на улице. Столиков ничего нет. Можно здесь отведать салатиков. И, кстати, дождь уже прошел. Ну что, друзья, мы ждем розыгрыша. Очень много призов, iPad, AirPods. И немножко устаешь от шума внутри, поэтому здесь все находятся снаружи, общаются, и мы ждем. А теперь, друзья, давайте немного прогуляемся. Я покажу вам окрестности вокруг этого ночного клуба. Смотрите, здесь у нас ночной клуб, соответственно, все исходящие из этого, люди, которые спускают огромное количество денег на алкоголь и прочие развлекательные сюжеты. А вот здесь у нас какая-то, извините, бомжатня. Вот так вот и живем. Так красиво поет. Здесь очень много птиц. Я не могу прерывать такое красивое пение. Здесь у нас озеро Онтарио. И летом здесь проходят очень классные вечеринки. Так что если вы приезжаете в Торонто, обязательно посетите под открытым небом клуб для любителей потанцевать. Кстати говоря, через 4 дня здесь будет Армин ван Бюрен. Тот самый, конечно же, кто любит электронную музыку. Кстати, муж и жена. Оти, так красиво. Она тоже красиво поет, и он тоже красиво поет. Ой, красивый. Здесь вода, здесь приплывают яхточки, и можно развлекаться. Видите, находится в красивейшем месте. Здесь у нас вид на прекрасный город Торонто. Кстати говоря, когда проходят авиашоу, здесь проходят, они здесь прям просто пролетают, все эти красавцы-истребители. И птиц здесь очень много. Ну что, друзья, прогулялись, подышали свежим воздухом, послушали птичек, отдохнули ушами и возвращаемся обратно. Здесь я, конечно, забыла включить микрофон, бывает, но сейчас расскажу, что происходило. Мне снова дали подарок, кажется, меня здесь уже узнают. На этот раз печенье с орехами макадамии. Ну а как иначе, бизнесы рассказывают о себе и дарят вкусняшки. Еще я приобрела вот такой значок Women in Tech. Очень интересный момент. В Канаде действительно поддерживают женщин в технологической сфере. И это не просто символ, это часть большой идеи. Например, в авиации я тоже видела такие инициативы. Отдельные воркшопы, программы, мероприятия, где привлекают женщин. Также я выпила кофе и посмотрела на людей. Кто-то пьет вино, кто-то ведет серьезные переговоры. И все это в очень приятной атмосфере. Так что, друзья, ходите на выставки. Это не только про нетворкинг и знакомства, это про обмен энергией, идеями и энтузиазмом. Особенно если вы развиваетесь в своей сфере. Такие события могут вас очень вдохновить. А сейчас начинается небольшое шоу, розыгрыш и лотерея.
Rebel. Это не просто клуб, это целый мир, где технологии встречаются с искусством. Ранее известный как Sound Academy, клуб был полностью преобразован в 2016 году всего лишь за $10 миллионов. Общая площадь 4000 квадратных метров, здесь очень много известных диджеев выступали, есть разные комнаты, где разные стили музыки играют. Ну, в общем, очень классный клуб, и если вы в Торонто, обязательно посетите. Битекс 2025. Как вы там? Все, с меня хватит. Хотя нет, сейчас тот самый момент, которого вы все ждали. Если посмотреть сюда, сзади у нас телевизор Hisense UHD 4K с диагональю 58 дюймов, и он идет. Вы даже не знаете Бренду. Она может быть потрясающим человеком. Наверняка так и есть. Жертвует на благотворительность. Помогает бездомным собакам. Призы были, конечно, шикарные. Дайсоны, Лего Феррари, NBA, мячи с автографами и так далее. Все победители, как водится, были рядом со мной. Ну, а мне в следующий раз. И мы выходим, и, конечно, льет проливной дождь. Финал по классике. Так, ну, наша тусовка закончилась, и начался очень сильный дождь. Поэтому нам очень повезло с прекрасной, красивой, замечательной погодой. Так что сейчас мы едем домой. Спасибо за ваш просмотр.